Ну что ж, друзья, наконец-то я вернулся из армии и уже снял хоть что-то, хотя обещал еще, думал в начале выпущу декабря или хотя бы в середине, но, к сожалению, не сложилось из-за ряда причин, очень много было проблем. Но да ладно, это все, я думаю, расскажу в разговорнике, если он, конечно, выйдет, пока еще неизвестно. Во-первых, хотел бы сказать спасибо вам большое за ожидание, все-таки год целый. Я думал, вы все почти отпишетесь, а у вас в итоге почти вдвое возросло. То есть спасибо большое за поддержку, и в комментариях писали, и в Инстаграме, и в Ютубе. Вообще спасибо большое за все. Обязательно сейчас буду поддерживать канал. Нет, он ни в коем случае не будет заброшен, он только будет развиваться. Об этом тоже, если получится, расскажу в разговорнике. То есть это вот то, что сейчас на данный момент на канале, это маленький лишь этап, который я бы хотел показывать в дальнейшем. Будет все расти. Хотел бы еще рассказать, почему все-таки такой странный выбор. Возможно, у вас возникнет такой вопрос. Револьвер, то есть стимпанковский. Зачем? Зачем он тебе нужен? Ну, во-первых, было бы интересно создать все-таки хоть раз оружие стимпанковское. Но здесь патрон из латуни. Дело в том, что мне его подарил сослуживец. У него он был на форме дембельской. Он его сорвал и отдал мне на память. И вот я таким вот странным образом решил его как-то увековечить и, впрочем-то, сделать какой-то сувенирчик на память об армии. Для себя лично. Ну и на этом все, наверное. Начнем смотреть, как я его все-таки создал. Еще раз спасибо вам большое и за лайки, и за все, вот, что даже здесь будет. Напишите вообще, нужен вам разговорник или нет, просто я все еще думаю над этим, то есть нужен он, не нужен. Я уже пытался что-то снять, да как-то не получалось. В общем, спасибо всем, смотрим. Ну что ж, начнем. За основу дула я взял два старых крана от смесителя, естественно, из латуни, и отрезал их сразу же по нужному мне размеру. Размер смотрел так на глаз, ничего не примеряя, нигде не подсматривая. Сразу после этого стал снимать хромированный слой при помощи наждачки. Да, под рукой не оказалось ни болгарки, ни шлиф машинки, поэтому пришлось сделать все вручную. Чтобы дуло не выглядело как просто тупая палка, наметил маркером различные декоративные элементы и сразу срезал их. Прошу сильно не критиковать, это моя первая работа, выполненная дремелем, поэтому где-то не подрасчитал и срезал лишнего, что привело к тому, что в результате обработки начинали отлетать детали, поэтому некоторых из них уже не будет в дальнейшем. Так как я только вернулся из армии, как вы понимаете, переживал большой кризис по материалам, и поэтому пришлось импровизировать прямо на ходу.
Поэтому я решил обратиться к прекрасному женскому полу без их ведома и взял вот такую мякушку-вкладыш из-под косметики. Честно говоря, не знаю, что за материал, поэтому назову его супер-пупер гидропоролон и начинаю вырезать из него основу для револьвера. Все это дело склеил титаном и обработал в два уровня. Сначала грубо канцелярским ножом, а после уже дремелем. Ну что ж, для придания рукоятки жесткости прибегнул к своему любимому способу, конечно же, к папье-маше. Делал примерно в 3 слоя, чтобы как можно больше сохранить детализацию. Естественно, детализация немножечко все-таки размылась, поэтому я решил нанести немножечко шпатлевки, чтобы вернуть все на места. А затем при помощи дремеля уже довести все до идеала. Ну, наконец-то мы добираемся до самого моего любимого и начинаем собирать при помощи шестеренок что-то вроде имитации спускового механизма. Шестеренки использовал разные, там и железные какие-то, но в основном это пластиковые шестеренки из водосчетчиков. Также дали вот мне вот такие вот железные штуки. Я до сих пор не знаю, что это, откуда и для чего это. Но я подумал, что все-таки они неплохо будут смотреться на рукоятке.
Ну что ж, покраска. Это еще до армии я попробовал вот такой вот черный баллончик с металлическим эффектом. Мне очень сильно понравилось, к сожалению, работа не вышла, но я решил попробовать здесь ее тоже использовать. После того, как все это остыло, застыло, засохло, можно приступать уже к созданию самого револьвера прикреплением М77. И я думаю, не буду озвучивать весь процесс, потому что тут и так все понятно. Что-то отрезал, что-то добавил, что-то подклеил. Вот. You can feel the power. You can feel the power. Друзья, сейчас вы прям будете наблюдать, как я 2 раза обился тупишек. И в первый раз у меня сел фотоаппарат, я не заснял, как я добавил дополнительный поролон к рукоятке. И второй раз у меня закончилась карта памяти, и я не снял, как я покрывал все это морилкой. Ну, как-то так, извиняюсь. Ну и в заключение с револьвером я начал зачищать основное дуло, чтобы оно блестело. Но мне не понравился результат, я обязательно куплю пасту Гоя, уже возьму нормальную шлифмашинку и отшлифую все это до блеска, до отражения. Но не было под рукой, поэтому не удалось. Пока что так оставляю. Чтобы все смотрелось уже красиво, как готовая работа декоративная, я начал собирать подставку, начал собирать ее из каких-то запчастей от люстр, от старых, от новых, без понятия, в общем, что было, то было, из того и собрал. Но получилось, по-моему, неплохо.
Ну а на этом все. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Спасибо за ожидания, за лайки, за подписку, за то, что вы вообще там поддерживаете меня в комментариях. Все это. Работы будут скоро уже. Буду стараться выпускать почаще, чем раньше. Ну и с наступающим вас, дорогие друзья. Спасибо еще раз.